усыпление нам не поможет. Ему, точнее, оно не поможет. Нашли зелье большого лечения. Хорошее зелье. Стоит оставить. Собственно, это пожиратель, который сейчас нас убьет нашу лошадь. Чтобы от него избавиться, нужно кастовать, насколько я знаю, лошадь погибла. Меня... Привет, с вами Андрей, у нас Патес, Надхакот. Собственно, совет разработчика. Вы получаете карму, когда убиваете мобов, монстров. И она тратится, когда вы получаете божественную помощь, молитву, либо получение даров в храме. Ну, в принципе, так оно и есть. Единственное, карму также можно получить еще через свитки наказания. Но, правда, не такое большое количество. Также карму можно получить, жертвуя деньги священникам. То есть вы приходите к священникам и жертвуете им деньги. Также карму можно получить, просто принося в жертву трупы. Когда вы на алтаре пришли, притащили с собой трупы и можете, собственно, их пожертвовать, эти трупы. И, как говорится, без проблем она даст вам. Вот, у нас, собственно, я в прошлой серии не смог получить смятение. Смятение, оно висит на таланте ясность теперь. Собственно, вот. И поэтому я его не смог получить. Для этого нам нужно снять талант ясность с себя, для того, чтобы получить смятение. Вот у нас здесь он указан, собственно, талант ясность, который у нас и иммунитет смятению дает. Если у нас он был постоянный, то у нас смятение было бы уже как бы вшитое. То есть у нас была бы возможность в любое время его получить. Для этого, конечно же, нам нужно сделать два, собственно, или 3, даже сделать несколько очков и потом их скушать. Вот, собственно, чтобы вы понимали, что у нас, собственно, за персонаж вообще в целом. 19 уровень мужчина, человек-монах. У нас по питанию все печально, 500 единиц. По карме 1200, на самом деле это очень много. Скорость. Кстати говоря, по поводу скорости. В обновлении разработчик изменил скорость. Теперь максимальное значение скорости, по крайней мере, для пятерки. То есть, если у вас изначальная скорость была 5, вы получаете, грубо говоря, при таланте проворства вы получаете половину от вашей скорости текущей. То есть, например, если у вас скорость 5, вы получаете 2,5. Если у вас 4, соответственно, 2. Вот. А также максимальное значение, которое приплюсовывается, получается, это 7,5 текущая скорость, и получается 8,8 минус 7,5, это получается 13 пунктов. Это зачарование ботинок скорости на плюс 5. То есть теперь у нас максимальное значение скорости 8,8. Ну, понятно, что можно превратиться в существо, у которого скорость выше, понятное дело, и вот тогда у вас значение скорости будет выше, но наше непосредственное, оно будет такое. Вот. По сопротивлениям у нас, собственно, сопротивление, вытягивание сил, кислота, магия, огонь, окаменение, сон, шок, яд, холод, а это 100%. А распад у нас пока еще 92%, нам нужно еще получить сопротивление к распаду. У нас пока нет такой возможности. По талантам у нас, собственно, видение невидимого, это видение, жизнестойкость, это сопротивление болезням, замедленное пищеварение, мы меньше хотим кушать, каннибализм, мы можем кушать свою расу без последствий, как и расщеплять ее на верстаках. Контроль превращения, контроль телепортации, собственно, мы, соответственно, контролируем и превращаться, и контролируем и телепортироваться. Мерцание мы можем телепортироваться через одну клетку, а клетка не обязательно должна быть видимая. В отличие от прыжков, которые будут дальше, клетка должна быть видимая, конечная. Талант отклонения позволяет вам уклониться от стрел и дает плюс 2 защиты. Талант отражения позволяет
ну, на вас направили взгляды либо палочки, ваши враги, талант отражения их просто отражает. Талант оценка позволяет вам узнать точное число зарядов палочек, зарядов инструментов и так далее. Очень полезный талант. Талант подсматривания позволяет вам видеть врагов, друзей, всех, кто присутствует вокруг вас благодаря таланту подсматривания. Вот, например, сейчас я вижу, как вы видите, торговца и хранителя рощи. Также я вижу мартышку благодаря таланту подсматривания. Талант поиск — это талант автоматизирует поиск, делает его автоматическим, тем самым вы даже можете не нажимать его. Чтобы нажать на поиск, вам нужно нажать, собственно, вот на это вот значение. На курсор, собственно, вы нажимаете, и талант поиск пошел. Кстати, идет вампир сюда, но мы, скорее всего, перейдем на следующий уровень уже. Кстати говоря, по поводу уровня. Мы находимся на 36 этаже в данный момент. Вот. Талант, собственно, полет. Ну, полет — это вы летаете над местностью, часть ловушек вы игнорируете, но не все. Талант превращения, я думаю, понятно, вы можете превращаться. Талант предупреждения, он не работает, когда у вас есть подсматривание, но по предупреждению вы просто на карте видите восклицательные знаки, которые оповещают о уровне ваших врагов, которые к вам подползают. Талант проворства увеличивает вашу скорость движения и скорость атаки. То есть я о нем рассказывал чуть ранее. Это получается дробление от вашей начальной скорости. Дробление на 2. То есть ваша текущая скорость делится на 2, и потом прибавляется это число. Прыжки я говорил чуть ранее. Вы через видимую клетку мы должны прыгать. То есть эта клетка конечная должна быть видимая. Мерцание, клетка конечная не должна быть видимая. Регенерация здоровья. Вы восстанавливаете быстрее свое здоровье. Свобода действий. Вы защищены от ошеломления, окаменения и тому подобное. Талант скользкий не позволяет вам вашим врагам вас схватить, которые имеют хватательные атаки, такие как мартышки, такие как кракены, такие как, не знаю, сов-медведи, хищные обезьяны и так далее. Талант скрытость позволяет вам подкрасться к спящим врагам, если они спят. Вы сможете их даже атаковать, наверное. Талант спасения жизни позволяет вам встать на месте гибели за счет 1 очка телосложения. То есть вы погибли, и с вас списали 1 очко телосложения. Если у вас статы упадут в 0, ваш персонаж погиб. Талант телекинез. Не знаю, можно ли будет его воскресить с помощью таланта спасения жизни, но я думаю, что нет. То есть, если последнее значение, то есть у вас будет значение телосложения 1, и вы, скорее всего, погибаете, то воскресить вас, скорее всего, амулет не сможет спасения жизни. Но, не знаю, надо будет тестировать. Талант телекинез позволяет вам передвигать предметы, получается, ну, грубо говоря, по вашему желанию. Максимум, сколько я смог передвигать, это около 20-40, ну, 20-30 килограмм по весу. Талант телепатия позволяет вам за счет, когда вы в темноте, то есть вы слепы, видеть врагов, у которых есть разум. Соответственно, не всех. Талант ускользания позволяет разумным врагам не попасть по вам, как и их атакам, так и магическими атаками их. Талант ясность, собственно, защищает от смятения, также от испуга, галлюцинаций и амнезии. На самом деле, талант ясность один из самых полезных талантов, которые вообще присутствуют. Вот, собственно, свобода действия. Замедление, заточение, оцепенение, ошеломление. Замедление, я думаю, понятно, наверняка вы сталкивались. Замедление — это ваша скорость движения, скорость атаки режется в 2 раза медленнее. Заточение не рекомендуется вообще его когда-либо кастовать, но в общем и целом это если вы съедите труп в большинстве случаев, то там подписано заточение, например, кота басов, как так называется.
это существо. То есть заточение крайне тяжелое, и в большинстве случаев после заточения смерть бывает персонажа. Потому что, ну, конечно, амулет спасения жизни вас спасет, но либо талант спасения жизни, если у вас он есть. Но, опять же, это такое себе. Оцепенение, я думаю, понятно. Оцепенение — это максимальное замедление скорости. То есть я даже, честно говоря, не знаю, насколько сильно оно замедляет, если не в X3. Ошеломление. Ну, ошеломление просто, грубо говоря, как и смятение, по сути говоря, один и тот же эффект. Только оно почему-то здесь висит. Избежать ловушек паутина. Ну, с паутиной она наоборот полезная. Почему? Потому что в паутине бывают пауки, благодаря которым вы можете поднять свою стату яда, убив пауков и съехав трупы. Но проблема в том, что там бывают иногда ядовитые паучки, поэтому не всех, как говорится, сразу можно кушать. Но это, по яду это отдельная история. Собственно, по ясности рассказал, спасение жизни рассказал. Вот. По навыкам у нас, собственно, что присутствует. Я тут подумал, что нам нужно увеличивать максимальную атаку для того, чтобы мы не заморачивались, проходя... Для того, чтобы увеличить максимальную атаку, мы можем использовать либо двуручное оружие, либо просто раскачав свое одноручное оружие. Вот, собственно, у нас по навыкам чемпион, легкие, средние доспехи. Автоматическое сохранение позволяет вам начать с того места, на котором вы закончили. Арбалеты на уровне умелый, клинки умелые, чемпион длинные копья, легкие клинки неумелые, кирки умелый. Чемпион — это рукопашный бой, копья. Магия ограждения — это одна из так называемая магия света, которая позволит вам контролить всех мертвых, если вы ее раскачаете до уровня чемпион. Крайне полезная магия, рекомендую качать. Жречество — это ваш хилящая магия, как и снимающая с вас дебафы, крайне полезная магия. Вызов — это просто вызов ваших союзников, как и врагов. Предсказание позволяет вам, ну, просто, скажем так, больше обогатиться, что ли, больше узнать о карте. Магия очарования позволяет вам, ну, собственно, дурманить разум вашим врагам. В большинстве случаев либо замедлять их, устрашать, очаровывать и так далее. Магия воплощения — это ударная магия, она используется в основном для атакующей магии. Либо вокруг вас, либо на расстоянии. Магия некромантии позволяет вам воскрешать как живых, так и мертвых. Также она позволяет моментально убить цель, если цель не сопротивляется магии. Талант преобразования. Там есть хорошие заклинания, такие как, собственно, ну, превращение, либо, например, расщепление, либо копание, то же самое. Вот я сейчас вам покажу, у меня есть несколько заклинаний. Волшебный замок, копание, открывание, очищение. Вот, например, хорошее заклинание. Позволяет вам не бегать, а просто моментально все очистить, что вам необходимо. Токсичные брызги, так называемый удар кислотой. Полезная вещь. У кислоты, конечно, защиты много у большинства слизней, но у остальных защиты кислоты не бывает. Поэтому, что по нашей лошади? У нас 15 уровень лошади уже. У нее получается 21 атака, 38 защиты. Защиты, кстати, маловато. Вытягивание сил 32, кислота 75, огонь, шок, сон, холод, яд у нее. По талантам видение, июня, жизнестойкость, контроль, телепортация, контроль превращения, невидимость, отклонение, отражение, полет. Получается, у нее отражение и контроль превращения, у нее временные таланты, то есть мы их дали ей. А все остальное у нее уже на постоянке висит. У нее навык мастер легкие доспехи, неумелый чтение плавания и умелые средние доспехи тяжелые. Бьет 30-36, удар у нее. Это достаточно больно. Так, собственно, мы двигаемся дальше. Собственно, я не рассказал по основным этим, по карте, собственно, что мы пробежали в целом, чтобы вы имели представление. Карта мы, собственно, пробежали, ну, в данном на основном подземелье на 36 этаже находимся. Мы пробежали Копи. Копи — это шахтный город.
То есть это самое первое ответвление, которое вы встретите в своей игре, оно достаточно длинное. Там, наверное, самое тяжелое было это Дворский король, получается, с палочкой смерти. Если он в вас ее кастует, вы проиграли, потому что, скорее всего, у вас не будет сопротивления магии, вы сдохли. И опять же, после пятых копий не рекомендуется идти начальному персонажу, потому что подземные вершины и так далее, там уровень сложности увеличивается уже. То есть на уровне ближе к 10 стоит идти на подземные вершины. С собака на уровне после 5 стоит идти, мы его тоже пробежали на 4 этажа. Форт Лудиус, большое количество солдат. То есть в плане золота, если бы вы играли через, например, проклятие Мидаса, то это просто огромное количество золота. Но солдаты там очень больно бьют, особенно если вы играете огнестрельным оружием, прямо это откровенный трындец. Лабиринт. Лабиринт, собственно, не особо сложный. Единственное, в конце вас будет ждать Минотавр, который вам... не которые у вас там подписаны в этом существах, а его разработчик забафал настолько, что существо, короче говоря, достаточно сильно. У него там иммунитет магии, иммунитет контроля свободы перемещения, ясность. В общем, такое сильное существо достаточно, которое у меня получилось убить только на расстоянии. И то нам потому что повезло. Затерянные залы. Ну, это огромное количество телепортаторов. То есть там вы просто будете постоянно прыгать туда-сюда, туда-сюда. Вот. Собственно, логово Медуза. Ну, я думаю, понятно, что в конце будет Медуза. На самом деле, Медуза, она такая не особо сильная, но все зависит от того, какой у нее артефакт. В моем случае у нее был талант испуг, и она просто испуг постоянно пихала. И мы из-за этого не могли ее толком бить. Соответственно, а у нас защиты от испуга не было. Защита от испуга, ясность. Вот. И она нас очень сильно из-за этого контролила. Королевство эльфов. Ну, собственно, дворец, лес, город. В конце там будет, как говорится, король эльфов. Ничем не примечательно. Вы его встречали уже неоднократно. Короля эльфов. Большое количество эльфов. Ну, вообще, как ответвление, полезная штука. Вот. Собственно, двигаемся дальше на 36 уровень. Кстати, нам надо покушать. Давайте красную нагу съедим. Красная нага, кстати говоря, дает сопротивление к огню. Если у вас нет огня, она вам с неким шансом могла бы его дать. Элемент тяжелого доспеха замедляет вас на 0,5, если вы не имеете навыка. И если имеете навык, он вас замедляет на 0,25, собственно, в 2 раза меньше. Огромное количество мимиков и король... Король эльфов, опять же, вот о чем я говорил. То есть король эльфов такой, знаете, мы с ним уже такое количество раз встречались, что король эльфов для нас, ну, не представляет. В первую очередь стоит именно короля эльфов бить, потому что он самый мерзкий из этой компании. Он будет вызывать эльфов. Мы убили короля эльфов, у него оказалась палочка ускорения. На самом деле, палочка ускорения для нас будет не актуальна. Давайте используем эльфийское копье как 2 оружия. Тем самым у нас будет 2. Но проблема в том, что у нас упадет щит. То есть мы потеряем защиту, но у нас будет сильнее атака. Давайте посмотрим, сколько у нас атака. У нас атака 14 и 11. Ну, в принципе, это достаточно много все равно. Ну, то есть мы с одного удара вот убили этого. Защитника, конечно, подольше, но все же он недолго сопротивлялся. Подобрали некоторое количество золота. На нас кастует усыпление, но ему усыпление нам не поможет. Ему, точнее, оно не поможет. Нашли зелье большого лечения, хорошее зелье, стоит оставить. Собственно, это пожиратель, который сейчас нам убьет нашу лошадь. Чтобы от него избавиться, нужно кастовать, насколько я знаю, лошадь погибла.
Меня убили. Нифига себе, я не думал, что меня убьют. Возвращаем щит. Мы загеноцидим это существо, которое нас убило. Нас убили только что. У нас сработал амулет спасения жизни. Да уж, я не думал, что нас смогут убить. Неплохо, неплохо. Даем им тьму, для того, чтобы эти мобы от нас отвалили. Это гнида, вот, кстати говоря, вот эта вот гнида, Шагород, 36-я масса, она нас просто и шлепнула. Кстати говоря, она металлоядная. И у нее есть разум. О, какой ты красавчик. Почему я так радуюсь? Потому что мы сможем в него превращаться. Он, кстати, очень больно бьет. Даже при моей защите это прямо очень больно. Давайте ему дадим замедление. Да, с таким Шигаротом, конечно, такой себе. Встречаться с Шигаротом такой себе. Он нас схватил, потому что у нас не было таланта скользкость. Нам придется его геноцидить, потому что по-другому мы его не убьем. Давайте его загеноцидим. Его и всех его предшественников. Больше в бурую массу обратиться не сможем, но я думаю, для нас это не сильно критично. Мы загеноцидили это Шигарота. Нашу лошадь раздамажили, и как вариант ее воскресить сейчас. И вернуть ей ее снаряжение. У циклопа, кстати, иммунитет на тьму. Что интересно. Интеллект у нас уменьшился, давайте его восстановим через заклинание восстановления. Ну, Шагород, а? На самом деле все поглощатели, они такие мерзкие. То есть, видите, как вы увидели, мы не смогли его воскресить. Нам не дают восстановить магию для того, чтобы... Удар, кстати, очень больно. Давайте оденем амулет спасения жизни, если у нас он будет. Я просто не думал, что нас пытается поглотить этот Шагород. Сапфировый голем. Такс.
Меня прям удивил этот Шагород. Ну ничего, ничего. Жизненной силы. А у меня нету больше спасения жизни, представляете? А вот спасения жизни у меня больше нету. Поэтому если мы в следующий раз погибнем, это будет наша конечная. Гнида, хватит по мне стрелять, а! А чтобы вы понимали, что происходит, этот несчастный волк пытается меня ударить холодом. Но у него по понятным причинам ничего не получается, потому что у меня иммунитет на холод. Я просто пытаюсь восстановить свою магию. Для того, чтобы воскресить своего питомца, и чтобы мы смогли двигаться дальше. Конечно, сильно. Больше мы этого Шагорота не увидим. А проблема в том, что все мобы, если мы его не съели, он воскреснет и будет нам на выходе мешать. Поэтому, если у вас есть такая возможность, его лучше съесть. Вне зависимости от того... Мы, кстати, получили талант телепортации. А чтобы получить талант телепортации на постоянке, вам нужно просто прочитать свиток телепортации. Воскрешаем нашего питомца через магию воскрешения, возвращения к жизни. Оседлать, поменяться с ним местами. А наш обменяться. С обсидианового пола мы отдаем ему все, что здесь лежит. Проблема в том, что у него нет контроля превращения теперь из-за того, что он упал. Отдаем ему снаряжение. Ну, хорош. Автоматическое сохранение — это то, чего вы начнете потом. Когда... Если вы, конечно, не погибнете, разумеется. Надеваем ему талант отражения и надеваем ему кожаный бард. Для того, чтобы у него была выше защита. Посмотрим, у него сейчас, скорее всего, упали статы. Да, у него телосложение упало немножко. У него теперь максимальная скорость 6. Поэтому для нас он, конечно, не особо быстрый, но все же. Это архангел, ничем не примечательный моб. Он любит кастовать на себя магию, будет бить вас электричеством. Но его магия настолько слаба, что он может ее себе запихнуть. Электричество, потому что ему никак не поможет. Кстати говоря, этот уязвим к железу, как и все, а после себя не оставляет свинтрупиков. Вот. Много мимиков. Это король огров. Мерзкий моб на самом деле, потому что он постоянно призывает огров. Они не сильные, но они очень мешают долго идти. Поэтому, если есть возможность его загеноцидить, стоит это сделать. Важно смотреть за своим персонажем для того, чтобы он никого там лишнего не убил.
чтобы животное также не просаживалось. Наш конь, которого мы упорно качаем. На самом деле, как я понял, сколько бы у вас ни было физзащиты, критическое попадание по вам, даже котенка, ну, то есть самого слабого моба, которого вы встречаете, таракан, он по вам раздамажит в любом случае, если у него будет критическое попадание по вам. Поэтому, то есть он даже вам при очень-очень большой защите, по вам он все равно нанесет урон. Поэтому нам нужно будет свитки зачарования доставать на себя, потому что нам будет очень важно, чтобы мы сами не погибли в первую очередь. Универсальный магазин. Присутствует зелье оцепенения. Давайте его купим. Продадим синий самоцвет, чтобы он нам просто не мешал. Присутствует снятие проклятий и опознание амнезии. С помощью амнезии можно изучить заклинание смятения, если вы будете это вот свиток читать смятение. Амнезия имеется в виду. Идет король дворфов. Первый раз, когда вы с ним встретитесь, он будет иметь палочку. Смерти. И поэтому очень важно, чтобы вы не... Когда с ним первый раз встретились, пришли к нему с отражением как минимум. Потому что если вы к нему не с отражением придете, вы, скорее всего, очень сильно можете просесть. Как вы видите, очень много народу здесь. Но на высоких уровнях народ всегда присутствует, потому что разработчик запихивает очень много мобов, которые именно призывают. То есть, вот, например, тут сейчас мы деремся с королем дворфов, который призывает, соответственно, дворфов. Мобов, конечно, многовато. Убиваем великана сначала, потому что он из этой компании самый сильный. И все остальные плюс-минус одинаковые. По слабости имеется в виду. Поэтому в первую очередь убиваем именно великана. Потом уже всех остальных. А что касаемо Пегаса, это неплохой конь. Если у вас он появится, это если он изначально летает, в целом неплохой конь. Но мне больше нравится мой, потому что он тоже уже умеет летать. Хотя Пегас выше по уровням, у него там чуть сильнее атака, но... собственно, еще один эльф, воин так называемый, ничем не примечательный. Единственное, кастует магию, может подбирать предметы. Обратите внимание, книга ходит. Кто-то скастовал заклинание воскрешения, либо предметов. Либо не воскрешение, опять же, обратите внимание, король эльфов нарисовался здесь. На самом деле этих королей эльфов очень много, меня очень сильно бесит. Жук-убийца, кстати говоря, ну, ничем не примечательный. Кстати, надо книгу уничтожить и желательно убить этого. А это жук-хищник. Но принцип похожий. Жук-убийца, жук-хищник.
Важно убить вот эту компанию. Гнида! А чтоб вы понимали, что произошло. Эта гнида скостовала палочкой очищения на меня. И мы из-за этого потеряли копье. Ну да, потеряли талант к видению невидимому, потеряли сопротивление кислоте и потеряли копию кольца контроля превращения. Какая же ты гнида, а? Как же я не люблю вот за это мобов. Там огненный вампир что-то кастует. Это из-за того, что они используют магию очищения. Ты серьезно? Ты опять скастовал что-то? Блин, бедная лошадь, а. Забираем палочку очищения, чтобы никто ей больше не воспользовался. На самом деле заклинание очищения одно из самых опасных в этом вопросе, потому что оно кастует высасывание жизни. Но высасывание жизни не самая страшная магия. Самая страшная магия — это магия очищения. Королева пауков. Зареспаунила нам огромные тонны мобов. Как же я недолюбливаю вот эту магию. Вот меня больше всего бесит то, что за ними надо бегать. Вот обратите внимание, на нас напала книга замедления. На самом деле книга очень сильная. В плане драки с ней. И она превращается в пустую проклятую книгу. Ящера мага убили. Очень много тараканов на нас сейчас нападет. В виде пауков. Из-за того, что у нас королева пауков, она создала своих приспешников. И сейчас все эти приспешники на нас будут начинать нападать. На самом деле автоматическое меня очень сильно бесит. Но иногда оно бывает очень полезно. Обратите внимание, тут есть какой-то переход. Какую-то местность. Нам бы в идеале зачистить эту локацию. Но пока я вижу, что мы больше в минусе, чем в плюсе. Из-за того, что мобы умеют кастовать заклинание очищения. Гнилая королева пауков, которая сама из себя ничего не представляет, а постоянно вызывает приспешников. Еще одна сумка хранения с левой стороны лежит. Свиток снятия проклятий нам не нужен. Мы наступили на паутину. Сумка хранения, собственно, на 0.75, то есть она гастрономический. Капец, это еще и лорд, да? Ой, блин. Ой! Ой! А чтобы вы понимали, это лорд-вампир. А вот он, собственно. Вампир-повелитель, который призывает еще хреново тут. Мы опять потеряли лошадь.
И этот повелитель ее убил. Какая же ты гнида, а? Нас они не смогут, скорее всего, убить. Мы элементарно сильнее этой компании. Но они нас заколебут. Как же сильно, вы не представляете. Наконец-то, блин. Тут в основном однотипные бои, которые вас тупо пытаются забить толпой. На самом деле, ну это просто, я не знаю, как это по-свински что сделано. Что становится просто неинтересно элементарно. По крайней мере для меня это неинтересно. Мне интереснее против какого-нибудь сильного врага сражаться, не который пытается тебя запрессовать толпой, блин. Хотя сам из себя толком ничего не представляет. Эти гнилые летучие мыши высасывают из меня хп. Ну, я думаю, это и так понятно, они же вампиры. Мы опять потеряли лошадь. И для нас, конечно, самое страшное — это палочка очищения, потому что с нас просто статы будут снимать из-за этой палочки. Воскрешаем нашу лошадь. Надеваем ей амулет отражения, надеваем ей бард. Наша лошадь очень сильно проседает по здоровью из-за того, что у нее нет таланта скользкости, ее постоянно хватает. Из-за этого нам очень больно. Поэтому, если у вас есть возможность, ловите как можно быстрее себе талант скользкости. Он один из самых мерзких талантов. Тут, например, тот же Шигород нам толком ни хрена не может сделать. Ну, он там как бы нанесет урон, но это будет в целом не критично, потому что нам в целом все равно. А вот из-за того, что присутствует этот, да чё ты постоянно во все ловушки наступаешь? Ну вот видите, да? То есть, казалось бы, да как... Ну давай. Пищебумажный магазин, давайте посмотрим, может мы сможем себе нормальные свитки купить. Но видите, нормальных свитков нет в продаже. А, вот есть зачарование, давайте его хоть возьмем. Как вариант волшебную картографию прочитать, чтобы она не заморачивалась. Как вы видите, здесь присутствует, собственно, еще переход куда-то. Непонятно куда, правда. И, собственно, движение дальше. Как вариант сейчас покушать. Ну, безделушка нам не нужна, потому что ее, конечно, можно было бы заполипалить, но я думаю, нам это не интересно. А полипалинг — это превращение одного предмета в другой. Чтобы вы понимали. Собственно, поддержанная броня. Давайте посмотрим, что он продает.
Ну, он продает гавайскую рубашку, грубую мантию. А грубая мантия непонятно, что из себя представляет. Это, скорее всего, обычная мантия, которая нам, в принципе, не актуальна. И все, и стеганые перчатки, рукавицы ловкости. Давайте посмотрим. А, у нас ловкость же есть, да? Да, у нас рукавицы ловкости одеты. На самом деле, эффективнее всего рукавицы ловкости добавляют вам ловкость. А ловкость, в свою очередь, добавляет вам защиту. Сила вам добавляет атаки. То есть рукавицы силы, которые у вас будут присутствовать, они добавляют вам атаки. То есть тем самым вы сильнее будете бить ваших врагов. Собственно. Огромное количество мимиков. Давайте мы подеремся с ними. В идеале, конечно, если есть такая возможность, дать защиту ему от талант скользкости. Потому что это прям откровенный трындец. Просто у нас уже, получается, у нашей лошади уже 14 телосложения. Тем самым она теряет хватку, так называемую. Ну, собственно, комната палочек, на самом деле, это самая мерзкая из комнат, потому что если в наш, скажем так, он превратится во врага, это будет очень печально. Давайте замедление выкинем. Огонь тоже продадим, он нам не нужен. Очищение тоже продадим, оно нам не нужно. Сон продадим и 2 телепортации продадим. Ускорение тоже можно продавать. Оно временное. Фазирование у нас есть, его тоже можно продавать. Очищение дублирующее тоже можно продавать. Призыв — это одна из самых мерзких палочек на высоких уровнях, поэтому ее обязательно продавайте. Чем быстрее вы ее продадите, тем король людей, кстати говоря, респаунится. Он какими-то амулетами обычно респаунится, поэтому его было бы интересно посмотреть. Дадим ему тьму. Дадим ему... Куда ты убегаешь? Дадим ему ужас. Дадим ему... Куда ты убежал? Дадим ему замедление. В идеале, конечно, если бы у вас есть посильнее урон. Ну, собственно, мы убили короля людей. У него кольцо меткости. Кольцо меткости улучшает луки, арбалеты, огнестрельное оружие, дротики, прощи и так далее. Не случайные очки. На самом деле, крайне полезная фиговина. Его стоит, наверное, взять. Большое количество кислотных ловушек. Давайте заберем еду и покушаем. Давайте одним глазком посмотрим, что это за переход. У нас какой-то обсидиановый пол и переход на черный рынок. На самом деле черный рынок — это самое опасное, потому что на вас будут нападать торговцы. На вас просто тупо будут нападать торговцы. Обратите внимание, огромное количество призраков здесь присутствуют, стражники. А в идеале здесь на черном рынке купить заклинание «Палец смерти». Это заклинание школы некромантии. Оно моментально убивает цель, если она не сопротивляется к магии. Против очень сильных врагов оно будет очень сильно решать. Поэтому, скорее всего, мы будем покупать именно это заклинание. Если оно, конечно, присутствует в наличии. Король опять видит. Огров. Дадим ему мут в виде тишины. Дадим ему замедление, для того, чтобы он от нас не убежал, чтобы мы его могли убить. А он потерял испуг, давайте ему дадим ужас.
Если он потерял испуг, дадим ему ужас, чтобы он не расслаблялся. Огромное количество кислотных ловушек. Мы, конечно же, можем сквозь них пройти, но нам интересно просто, чтобы наша лошадь тоже проползла. Тортилью, насколько я знаю, можно кидать. Или нет? Нет, кремовые пироги можно кидать, тортилью не кидается. Большой какой-то жирный моб. Это зомби-гук. Кидает оцепенение. На самом деле для нашего питомца очень плохо. Дадим ему замедление для того, чтобы он в нас какое-то зелье кинул. Спасибо за зелье. На самом деле все зелья стоят. Сейчас смыть будет, надо судить заняться. Он нам еще некоторое количество золота бросил. Здесь, скорее всего, проход, да. Что, собственно, очевидно. Свиток снятия проклятий. Неплохо. Я хотел, кстати, посмотреть, работает ли снятие проклятий на обратный эффект у него. Да, работает. Наложение проклятий также работает на свитке снятия чар. Поэтому очень удобно его использовать. Нарисовался варвар. Кремовый пирог давайте съедим. Собственно, я думаю, мы же карту вместе с вами открывали. По крайней мере, большую ее часть. Поэтому, я думаю, для нас, в принципе, уже особо не интересно смотреть будет. Ловцы, конечно, их лучше подальше держаться. Забежим на черный рынок. Давайте забьем мимика. Против мимика работает талант скользкость, но опять же у нашей лошади нет таланта скользкости. Конечно, таланты у нее забрали многовато. Ну ладно, страшно. Шигарата мы бы, скорее всего, не убили просто. Если бы остались с ним стоять. Давайте посмотрим, сколько нам нужно для того, чтобы перейти на следующий уровень очарования, чтобы кастовать свет. 393. Я думаю, мы в одной из следующих серий нам надо будет прокачать магию ограждения для того, чтобы мы могли кастовать заклинание света на нормальном уровне, чтобы это был именно свет, а не тьма, которая сейчас присутствует в данный момент. Потому что сейчас это работает как тьма. И она не столь эффективна против мертвых, ну, то есть неживых мобов, против которых мы играем. Давайте посмотрим, как идет прокачка. Ну, собственно, да, то есть достаточно долго он будет поднимать статы и качать его. Но восстанавливаем магию, и на этом, вот, скорее всего, будем заканчивать. В целом мы пробежали, ну, по крайней мере, посмотрели этаж. 2 раза наш конь погиб, на нас кастовали палочку очищения. В общем, ничего хорошего для нас не произошло. То есть мы скорее даже на этом этаже в минусе оказались, чем в плюсе. Сейчас сходим еще потом на черный рынок, для того, чтобы на черном рынке уже возможно что-то прикупить. В идеале, конечно же, я же говорю, палец смерти, и большинство врагов просто падает. Ну, у тех, кто не падает, тут, конечно, надо будет уже думать. Смотреть, что у них за статы, за резисты, и просто уже пытаться от этого отыгрывать. Поэтому, по-другому, я думаю, особо не получится. Вроде как восстановили немножко магию. Я думаю, всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока.